Иногда тишина говорит громче выстрела, иногда один взгляд меняет судьбы. Это история об одном таком взгляде. Перед тем, как мы начнем, напишите в комментариях, из какого вы города. Интересно узнать, насколько далеко уйдет эта история о памяти, доверии и невидимых тропах. На остром листе акации дрожала капля крови. Она висела, будто сама не решаясь упасть, и под ней на земле темнели следы, тяжелые, рваные, с краями, как разорванная кожа. Серебристая горилла, старший самец-хранитель южной границы заповедника. Обычно он двигался неторопливо, словно часть леса. Но сегодня Касса стоял неподвижно, как камень, и его глаза прожигали воздух. Они встретились с глазами Ильяса. Ни угроза, ни злость. Прямая тяжелая просьба. Ильяс почувствовал, как по спине побежал холодный пот. Было ясно. Если он не пойдет, что-то погибнет. Он тронулся за гориллой, машинально проверив ремень с рацией. Касса шел быстро, почти не касаясь земли, раздвигая кусты огромными руками. Ильяс с трудом поспевал, спотыкаясь о корни и чувствуя, как ноги становятся ватными. Воздух густел, пахло влажной землей, потом и чем-то еще, металлом и болью. Касса остановился у просвета между деревьями. Ильяс вышел на поляну и остановился. Посреди светлого круга травы лежало тело. Лев, огромный самец с золотой гривой, потемневший от крови и грязи. Его передняя лапа была исковеркана стальным капканом. Ржавая железка вцепилась в кость так глубоко, что от лапы почти не осталось живого места. Лев дышал тяжело, судорожно. Каждый вдох будто рвал его изнутри. И рядом Касса. Он не ревел, не угрожал. Он медленно опустился на колени рядом с львом и протянул руку вперед, словно хотел смахнуть боль с его израненного тела. Ильяс стоял, ощущая, как собственное сердце стучит в горле. Он видел травмы. Он вытаскивал из капканов леопардов, вытаскивал носорогов из трясин. Но такое никогда. Два короля леса и саванны вместе в молчаливой агонии. Ильяс выдернул рацию. «База, это Ильяс! Срочно!» Лев, капкан. «Очень плохое состояние. Нужна медбригада, инструменты, все, что есть. Срочно!» Радиошум тонул в вязком воздухе. Ильяс сделал шаг к льву. Тот поднял глаза. Не со страхом, не с яростью, с усталостью, с тихой, обреченной надеждой. Касса издал глухой короткий звук. Не рык, не стон, а что-то почти человеческое. Ильяс присел на корточки, чувствуя, как натягивается каждая мышца. На кончиках пальцев дрожала земля. Если мы опоздаем, он не дождется утра. Лев дернулся. Лист акации упал, уронив каплю крови в пыль. Касса склонился ближе, его огромная лапа почти касалась земли рядом с львом. Ильяс вытер ладонь о штаны, вытянул руки вперед и понял, что именно сейчас начинается история, о которой никто не поверит, но которую он будет помнить до конца жизни. И где-то в глубине себя он знал, это было только начало, худшее еще впереди. Капкан сжал кость. Железо, покрытое ржавчиной и кровью, вгрызлось в лапу льва так глубоко, что воздух над поляной пропитался металлом. Лев дернулся, и по земле разбежались темные пятна. Илья сметнулся вперед, упал на колени, чувствуя, как кожа под ладонями мгновенно пропитывается горячей влагой. Рация трещала у бедра. Кто-то что-то орал в эфир, но звук был далекий, ненужный. Вся реальность сузилась до капкана и лапы. Он схватил стальное кольцо обеими руками. Железо было холодным и липким, как сама смерть. Ильяс налег всем телом, стиснув зубы так, что заскрипели кости. Капкан скрипнул, но не открылся. Лев вскинул голову, судорожно вдохнул воздух. В его глазах на миг вспыхнула паника. И тут рядом раздался глухой хриплый звук. Касса. Горилла присел к земле, напрягая мускулы, будто хотел сам выломать капкан из лапы друга. Ильяс собрал остатки сил. Он дышал короткими рывками, каждую секунду ощущая, как время утекает сквозь пальцы, как песок. Он снова надавил на рычаг, треск металла. Один замок подался, едва-едва. «Достаточно!»
Ильяс, скрипя зубами, вцепился в искалеченную лапу и потянул ее наружу. Лев слабо зарычал, но не дернулся. Он позволил, он верил. Капкан захлопнулся с лязгом у самого лица Ильяса. Металл полоснул воздух так близко, что вибрация от удара отдалась в черепе. Ильяс откатился назад, держась за вывернутые пальцы. На руках осталась кровь, не его. Он глянул на льва. Тот лежал тяжело дыша, голова в пыли, глаза полуоткрыты. Но он жил, и он все еще смотрел на кассу. Ни на Илеса, ни на лес. На гориллу, что сидел рядом, с огромной черной ладонью, почти касающейся земли. Ильяс вытащил рацию и хрипло вдавил кнопку. Ильяс вздрогнул и впервые за все это время понял. Здесь, в этом лесу, кто-то расставил сети не только для зверей. И самое страшное было еще впереди. Запах крови лежал на поляне тяжелым густым туманом. Лев дрожал всем телом, на тонком покрывале носилок, как лист в преддверии последнего порыва ветра. Ильяс шел рядом. Он прислонился к сетке ограды. Жесткая проволока впивалась в плечо. Брезент над львом хлопал на ветру. Каждый удар ткани был как медленный отсчет времени. Ш. Тик. Ш. Так. Холод постепенно просачивался сквозь ткань одежды, через кожу вгрызался в кости. Ильяс скрестил руки на груди. Руки казались чужими. Касса сел у самой сетки. Поджал лапы под себя, опустил голову и замер. Время перестало существовать. Прошел час или 5 минут. Ильяс больше не чувствовал ног, он перестал замечать звон крови в ушах. Было только это дыхание, рваное, слабое. Каждый вдох — сражение, каждый выдох — маленькая победа. Ильяс ловил их, слушал, молился без слов. В какой-то момент лев открыл глаза. Медленно, тяжело. Тусклый мутный взгляд скользнул по навесу, по теням, по земле и остановился. На кассе. Их взгляды встретились. Без слов, без звуков. Просто встреча. И в этом взгляде не было просьбы. Там было прощание. Но не капризное, не жалкое, сильное. Как у тех, кто знает цену боли. Как у тех, кто знает, что если уйдет, то не один. Касса чуть склонил голову, будто признавая силу этого взгляда. И Илес понял. Если смерть придет этой ночью, она получит не только льва, она встретит обоих. И она запомнит это. Ветер усилился. Где-то в темноте за краем поляны шевельнулась тень. Илес вздрогнул. На секунду ему показалось, что кто-то смотрит на них из-за зарослей. Холод прокатился по спине. Змея цепкими пальцами вцепился в сердце. Он повернулся к сетке. Касса не двигался. Лев моргнул медленно, будто через воду. И в этой тишине, наполненной дыханием и кровью, Ильяс понял. Ночь в этом лесу дышит не только ветром. Утро встретило их серым светом. Холод просочился сквозь брезент, стучал в зубы, вжимался в кожу. Ильяс стоял, прислонившись к ограде, и смотрел на льва. Л-217. Он вбил номер. Ожидание. Медленный, ленивый щелчок сервера. На экране появилась сухая справка. Л-217. Самец. Осиротел в возрасте 3 месяцев. Помещен в сектор ДИА. Реабилитация среди молодых животных. И в самом низу серая, почти стертая строка. Пересечение с особями рода горилла. Каза. Ильяс замер. Он открыл прикрепленный файл. Фотография прогрузилась тяжело, как будто сама не хотела показывать правду. На экране крошечный львенок, мордочкой уткнувшийся в сетку. Маленькая лапка тянулась вперед, короткая, едва достающая до проволоки. И с той стороны напротив темная ладонь гориллы, тоже вытянутая навстречу. Между ними сетка, тонкая, пустая черта. Ильяс чувствовал, как что-то невидимое схватило его внутри, холодной рукой. Он провел пальцем по экрану, будто мог стереть расстояние между ними. В воспоминаниях всплыло, как они тогда смеялись. «Смотри, как играют!
чудаки. И никто не понял, что для этих двоих это была не игра. Это была первая дружба. Та, что не знает ни языка, ни разницы в шкурах. Ильяс сидел, сжимая край стола, пока сознание медленно складывало факты в цепь. Они знали друг друга, они помнили. И в ту ночь, когда лев был разорван болью, он не пошел искать свою стаю, не рыскал по саване в поисках выхода. Он шел туда, где сердце знало дорогу. К единственному, кто однажды подал ему лапу через сетку. Ильяс поднялся. Пальцы все еще были белыми от того, как сильно он сжимал стол. Он вышел из архива в холодное утро. Касса сидел там же, не сдвинулся ни на сантиметр. Лев повернул голову, уловив движение. Ильяс подошел к сетке, присел на корточки рядом, провел рукой вдоль холодной проволоки и сказал тихо: «Больше себе, чем им. Он помнил тебя. Он шел к тебе сквозь боль. Сквозь все». Касса не ответил, но его плечи дрогнули. Чуть-чуть. И этого было достаточно, потому что есть вещи, которые сильнее смерти. И память одна из них. День умирал медленно. Солнце растекалось по небу тусклым кровавым пятном, а лес словно затаил дыхание. Ильяс сидел у сетки, плечом к железу. Лев спал тяжело, рывками. Ильяс встал, медленно. В позвоночнике натянулась холодная струна. Он сделал шаг вперед, стараясь не шуметь. Сетчатый забор за спиной заскрипел, и этот маленький звук ударил в уши громче выстрела. В зарослях на краю лагеря мелькнуло что-то темное. Не зверь. Слишком высокий силуэт. Ильяс замер. В груди что-то медленно сжалось, как кулак, готовый ударить изнутри. Он обернулся. Касса стоял на полу согнутых лапах. Массивное тело напряжено, голова чуть выдвинута вперед, ноздри раздуваются, ловя воздух. Горилла тоже почувствовал это. Тень в зарослях снова шевельнулась. Ильяс чуть присел, готовясь к любому движению. Рука легла на ремень с ножом. Рефлекс, старый как сам страх. Ни одного крика, ни одного случайного шума. Только земля дышала где-то под ногами, как живое существо, предупреждая: «Они здесь». Краем глаза он увидел, как лев дернул лапой во сне. Ильяс почувствовал, что в этом маленьком движении было все напряжение этой ночи. В эту ночь лес больше не был просто лесом, он стал клеткой, и кто-то снаружи искал замок, чтобы войти. И второй, повыше, с длинным ножом на бедре. Их лица скрывала тень, но походка была та самая у тех, кто приходит за легкой добычей. Браконьеры. Они шли прямо к навесу, туда, где за тонким брезентом в крови и дыхании лежал лев. Туда, где сидел Касса. Горилла поднялся. Медленно. Тяжелое тело выпрямилось до полной высоты, напряглось, как натянутый канат. Широкая грудь вздымалась. Лапы слегка расставлены. Вся поза — предупреждение. Браконьеры замедлили шаг. Один приподнял ружье, прищурился в темноту. Ильяс чувствовал, как в горле першит от сухости, как пот стекает по спине. И тогда Касса закричал. Крик не был громким, он был глухим, низким, словно сама земля зарычала. Вибрация пробежала по воздуху. Ружье задрожало в руках. Касса сделал еще полшага вперед, молча, не угрожая, просто стоя между врагами и львом, и этого оказалось достаточно. Браконьеры побежали без крика, без команды. Они бросили ружье в траву, ломанулись в заросли, спотыкаясь, хватаясь за колючки, бегущие как звери от того, что было старше любого оружия, от страха настоящего. Когда топот затих вдалеке, Касса медленно опустился на корточки. Лев под брезентом тихо вздохнул. Ильяс стоял, ощущая, как в груди медленно оседает тот страх, который не ушел бы, если бы Касса не остался стоять. В ту ночь их спасла не сила, их спасла верность. 3 дня прошли в борьбе. Лев оставался в изоляторе под навесом, и каждый вдох, каждое движение давались ему с боем. Ильяс и рейнджеры сменяли друг друга у его стороны. Перевязывали лапу, делали уколы, поили из плоской миски.
Он принимал помощь молча, без рева, без отчаяния, просто жил. За это время лагерь тоже изменился. По периметру выстроили временные вышки, организовали круглосуточные патрули. 2 браконьеров, что прорывались в ту ночь, поймали на южной границе. 1 ранен, легкое, 2 сдался сразу. Их повели под конвоем через весь заповедник, чтобы показать, здесь больше не место страху. Теперь лес был свободным. Ильяс знал это. И Касса знал. И, кажется, знал и сам лев. На 4-е утро он встал сам, медленно, дрожа, но стоя на 4 лапах. Поднял голову к ветру, почувствовал запах акаций, сырой земли и чего-то еще. Свободы. Ильяс стоял у дверей загона, держа в руках ключ. Он знал, другого момента не будет, и если кто-то заслужил этот шанс, то именно тот, кто прошел все это не ревом, а тишиной. Он повернул ключ в замке, дверь скрипнула, открылась. Лев не бросился наружу, он просто стоял, дышал, смотрел, а рядом, с другой стороны ограды, сидел Касса. Ждал. Только когда лев шагнул, медленно, хромая, но уверенно, Касса поднялся и пошел впереди. Не уводил, не толкал, просто шел. Так, как шли те, кто когда-то встречался через сетку. Они вышли в высокую траву. 2 фигуры. Одна массивная, черная, другая золотая, раненая, шли, не оглядываясь, как те, кто запомнил цену боли и не боится ее больше. Ильяс стоял у ворот, не звал, не махал вслед, просто смотрел, пока тени не растворились среди деревьев. Иногда настоящая свобода — это не рывок, не крик. Иногда она приходит шагом, шрамами и памятью о тех, кто не позволил тебе упасть. Прошло несколько недель. Лес жил своей жизнью. Теплые рассветы над акациями, пыльные тропы между зарослями, шорох трав, которые знали больше, чем умели сказать. Ильяс сидел на верхней платформе старой вышки. Смотрел туда, где высоко над травой гулял ветер. Туда, где кончались их пути, и начиналась настоящая жизнь. Он знал, они там. Не каждый день. Не на иногда на краю взгляда мелькала тяжелая тень Кассы, и рядом, чуть позади, на ломких шагах, силуэт льва. Они не искали встреч, им не нужно было. Иногда ночью, когда ветер налетал с юга, Ильяс слышал в темноте глухой короткий звук. Ни рык, ни крик, а тяжелый живой толчок, как сердце леса, стукнувшее разок, чтобы сказать «мы рядом». Иногда он закрывал глаза, слушал ветер и думал, может быть, они тоже где-то слышат его. Он не знал, и не нужно было знать, потому что настоящие истории не заканчиваются словами, они остаются в шорохах травы, в дыхании ветра, в трещинах старых деревьев и в сердце каждого, кто однажды был рядом, где-то там, среди шороха акаций. 2 тени шли через лес, вместе, навсегда, и лес знал их по именам. Если эта история тронула ваше сердце, оставьте в комментариях свое мнение.